Привет, возможно вы зашли на видео и не очень понимаете, что я вам буду сейчас объяснять. На самом деле правильное ощущение. С появлением интернета, а в частности социальных сетей, точнее даже технологических гаджетов, мы стали проводить просто немыслимое количество времени в них и, собственно, начиная там с телевизора, заканчивая смарт-часами. Сейчас объясню. Так вот, на платформах Android и iOS в телефонах есть так называемая панель многозадачности или же просто последние открытые приложения. У многих еще самых первых андроидов с тех времен есть привычка закрытия тех самых процессов для того, чтобы они не работали в фоне и телефон ваш жил дольше и, так сказать, был производительнее. В принципе, да, воспользуемся логикой, открываем приложение, делаем в нем что-то, потом его закрываем, переходим в многозадачность, оттуда удаляем его и, соответственно, у нас становится все производительнее. Вот именно так оно работает на компьютерах с Windows, но немножко по-другому. Или давайте разберемся, как работает на Android и iOS. Как правило, именно пользователи этой системы считают, что при закрытии фоновых приложений заряд аккумулятора расходуется не так быстро и мобильное устройство в целом работает шустрее. Те, у кого же айфоны, просто не заморачиваются, ну там изначально это и провозглашалось. Хотя, конечно, и такие есть, наверное, те, кто пришел с Android. Я лично раньше сам закрывал эти процессы, и это приходит в реальную привычку. На что уходит время, то есть закрытие приложения, потом его более долгое открытие. И ты уже потом просто не замечаешь, мало того, что мы и так социально зависимы, да, от всего этого, так еще и на вот такую дребедень тратим время. Да, я думаю, вы уже поняли итог, так сказать, этого видео, но все же давайте попробуем погрузиться чуть более подробнее и констатировать какой-либо факт. Едва ли не каждое приложение на Android делится формально на две части, видимую и невидимую пользователю. Кликая по программе и потом ее закрывая, вам виднеется видимая часть. Невидимая же подразумевается под собой как оперативная память, которая в свою очередь занимается всей внутренней волокитой, а панель многозадачности позволяет с одного приложения перейти на другое, и при этом данные там остаются сохраненными. Конечно же, до того момента, пока вы не открывали там с десяток приложений, плюс если там еще какие-нибудь карты или игры висят в фоне, ну то есть в многозадачности, то в 2 раза можно делить, и соответственно, когда оперативная память загрузится, операционная система в автоматическом порядке начнет выгружать старые приложения, для того, чтобы вот новые, которые приложения вы будете открывать, могли туда добавиться и они там сохранятся. И, соответственно, при выгрузке программы операционной системой и при удалении вручную происходит одно и то же. Из оперативной памяти выгружается видимая часть приложения, а все несохраненные данные будут просто утеряны. То есть, если вы там какой-нибудь пароль вводите, да, и у вас вот в фоне висит приложение, то есть в многозадачности, вы переходите и у вас как бы открывается пароль. Но, соответственно, если вы там открываете множество приложений, то у вас просто, возможно, вот эта программа закроется, где вы вводили этот пароль. Ну и получается, что приложения многозадачности ни в коем случае нельзя назвать рабочими в полном объеме, как, кстати, делают достаточно многие люди и такие аргументы выдвигают. И вот еще можно привести такой достаточно простой пример, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Вот есть буфер обмена, да, когда вы копируете сообщение и потом его можете вставить. Там тоже есть некое количество, да, объема памяти, которое, ну, то есть текста, которого вы можете скопировать. И за пределы его нельзя выйти. Вот, и также здесь это тоже работает. Вы попытаетесь скопировать миллион сообщений и, ну, не сможете их, соответственно, все вести. Вот и получается, что многозадачность создана для нашего удобства. Но вы бы спросили, а вообще для чего тогда нам ее показывают и какой-то там красивый вид ей делают, да, как-то анимируют ее. Да, на самом деле это происходит для того, чтобы когда приложение у вас стало работать некорректно, да, например, какие-то баги происходят, вы могли достаточно успешно закрыть это приложение и потом снова его открыть, и уже чтобы все работало. Собственно, такое на самом деле встречается очень часто, потому что телефон у вас Android один, а приложений куча, да, и поэтому как-то так. Кстати, еще вот достаточно такой интересный момент того, что многие производители ставят в телефоны очистители, да, там, знаете, безопасность Xiaomi называется, и как раз таки там можно вот почистить оперативную память, да, собственно, что мы делаем, когда закрываем из многозадачности приложения. И вы бы могли спросить, а для чего тогда это производители делают? Ну вот здесь у меня точного ответа нет, и, наверное, это для того, чтобы, ну вот как-то уже люди привыкли, и пускай так оно и останется. Да и плюс, на самом деле, там есть от этого какой-то толк, потому что туда много чего добавляют, и не только там очиститель именно оперативной памяти. Ну и как обычно бывает, заходите в этот диспетчер и видите много приложений. Ох, давай-ка я их все удалю.
удалю, и телефон мой станет чистым и производительным. Нет, на самом деле вовсе не так. В лучшем случае, что даст вам такая очистка, ну, это 300 мегабайт. Это я даже говорю с учетом там навигатора или, допустим, какой-нибудь игры. Таким образом, памяти вы получаете немного, а с учетом того, что операционка делает это все, в принципе, автоматически, смысла выгружать программу просто нет. И, так скажем, я видео мог назвать, мол, не трать там драгоценное свое время. И да, оно так и на самом деле есть. То есть, открывая, допустим, приложение, а потом буквально там через несколько секунд в него переходя, оно открывается у вас там на миллисекунд больше. И так все складывая в года, выходит достаточно приличная сумма. Столь малый выигрыш с учетом способности Android самостоятельно контролировать свободный объем памяти и выгружать давно не использованные программы. Ну, реально делает очистку списка вот этих недавних открытых программ просто бессмысленные, хотя, конечно, и безвредно. С Android разобрались, а что там у Яблока? В iOS сделано очень схоже, но чуть более умнее и куда удобнее для разъяснения. Любое приложение имеет 5 стадий: активное, незапущенное, неактивное, работающее в фоновом режиме и вообще остановленное. Открывая приложение, оно логично активное. Смахивая или нажимая на кнопку «Домой», оно переходит в фоновый режим, а после того, как вы там чуть подождете и телефон заблокируете, оно вовсе переходит в «Восстановлено», в котором вы, как могли понять, не происходит никаких процессов и, соответственно, ничего не потребляется, да, то есть при этом есть преимущество в том, что некий кэш там в любом случае сохраняется, который вам в будущем позволит зайти в эту программу быстрее. Так вот, создано, значит, это для удобства и также, чтобы когда у вас приложение зависло, вы его смогли успешным образом закрыть. Также смотрите официальный сайт Apple для самих же разработчиков тех самых программ, о которых мы тут и говорим. И тут они пишут, что многозадачность позволяет делать. И, в принципе, отвечает на наш вопрос, да, поставленный, что она создана для нашего удобства. В принципе, это все. Итог видео такой, что если вы хотите закрывать приложение, то закрывайте. Ничего страшного от этого не будет. Но я хочу, чтобы вы после этого видео хоть чуть-чуть задумывались и рассмотрели, рационально ли вы будете тратить время на вот такое невнятное дело. И, собственно, я считаю, что каждая минутка вашей жизни важна, потому что за даже эту минуту можно сделать ого-го как много. На этом у меня все. Спасибо за просмотр, меня зовут Максим. Поставьте нравится и напишите чего-нибудь в комментариях, там какие-то свои рассуждения, мысли, прав я или не прав. Очень будет все интересно почитать, что-то попринимать, а что-то попытаться опровергнуть. Это был Максим, Максакс, пока.